Есть ли слабости у нарцисса? Дело в том, что вот люди с нарциссическими чертами часто выглядят как люди, которых вообще невозможно ничем задеть. Вот он сфокусирован на себе, такой нечувствительный, что ему до твоих слов. Но на самом деле нарциссическая структура личности формируется ввиду перенесенной в детстве нарциссической травмы. Если вот грубо говоря, так вкратце, это ситуация, когда ребенок в детстве любовь как бы получает, но эту любовь очень условно, то есть ее нужно заслужить. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я говорю о 5 вещах, которые могут попасть нарциссу вот в это самое уязвимое место, связанное с его нарциссической травмой. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первое слабое место нарцисса – это такой глубокий стыд за свое несовершенство. Дело в том, что в детстве такой ребенок получает любовь всегда за то, что он чего-то достиг. Мы тебя любим, если ты доел всю тарелку еды. Если ты сделал всю уборку, собрал все игрушки, тоже мы тебя любим, ты молодец. Если не доделал, ну, значит, это недостаточно. Принес 5, молодец, ну и так далее. Когда нарцисс становится взрослым человеком, естественно, он не принимает никакую критику и вообще какие-то указания на его слабости. Соответственно, в отношениях нарцисс может часто обесценивать, когда слышит какую-то конструктивную критику. Предположим, женщина говорит мужчине с нарциссическими чертами, что ты часто грубо со мной разговариваешь, мне это неприятно, ты бываешь груб. Поскольку ему это неприятно слушать, потому что он перестает выглядеть в хорошем свете в такой ситуации, он автоматически обесценивает женщину. Ты просто глупая, ты глупая дура. А раз ты глупая дура, то, соответственно, все, что ты говоришь, тоже не имеет значения. И, соответственно, мне не так уже больно с твоей этой критикой. То есть, обесценивая вас, он обесценивает все, что вы говорите. Нарцисс не переносит любую критику, нарцисс не переносит любые указания на его слабости. Вообще, выстраивание любых здоровых отношений невозможно без такого взаимного диалога, где люди в том числе говорят о том, что им что-то не нравится в другом человеке. Поэтому людям с нарциссическими чертами сложно выстраивать стабильные отношения. Второе слабое место нарцисса – это страх быть обычным. В детстве такой ребенок либо получает постоянно какое-то восхищение, похвалу, если он добился результата, который ему поставили родители, либо он порицаем, он находится в стыде, если у него не получилось. Принес 5, мы тебя все любим, ты молодец. Принес 4, позоришь семью, где мама, скажем, академик или какая-то завуч. То есть ребенок постоянно находится в двух этих полярностях. Так, чтобы его просто любили за то, что он есть, за то, что он дышит, что он ничего такого особого не достигает и ничего не делает, такого опыта у него или мало, или практически нет. И будучи взрослым, нарциссу очень важно либо находиться, в лучах славы и восхищения плескаться, либо должен вести себя как старуха Шапокляк, что хорошими делами прославиться нельзя. Это человек, который постоянно делает какие-то неприятные такие вещи, привлекая таким образом к себе внимание. Такой, как злой, не смешной клоун. Человек, который в компании рассказывает какие-то анекдоты, которые грубые, неприятные, всем стыдно, но он в центре внимания. Хуже всего для такого человека это оказаться каким-то обычным. Вот он попал в какую-то компанию, а там есть более яркие люди, чем он, и он никак не может сфокусировать на себе внимание. Часто бывает так, что таким людям тяжело пойти на день рождения, какой-то юбилей, особенно много людей на свадьбу, потому что там предполагается, что есть люди, на которых, исходя из структуры праздника, все обращают внимание. И вот часто такие люди с нарциссическими чертами говорят: я не пойду на эту свадьбу, они там все идиоты, обесценивают их. Потому что, а что я там буду делать? Конечно, ты туда придешь, и внимание будет не на тебе сфокусировано, тебе там делать нечего. Третье слабое место нарцисса – это неспособность выдержать уязвимость. В детстве такой ребенок слышит часто: не ной, не конючь, не плачь. Вот это, кстати, послание, которое вообще все мальчики у нас в обществе получают, что мальчик не должен плакать, мальчик не должен сопли распускать. Это, по сути, такое нарциссическое послание, когда в детях закладывают какие-то основы нарциссизма. Соответственно, будучи взрослым, такой человек, ему сложно говорить о своих чувствах, особенно если они связаны с какой-то уязвимостью и болью. Ему сложно просить поддержки. И если близкий партнер как-то предлагает ему какую-то помощь, какое-то внимание, своей какой-то эмпатии, к нему как-то проникается, нарцисс может испытывать тревогу в такой ситуации, потому что для него близость равно слабость. Если я покажу свою слабость, значит, мной тогда потом воспользуются. Если я сейчас раскроюсь и скажу, что мне сейчас как-то плохо, мне сейчас тяжело, то ему кажется, что таким образом другой человек будет его потом манипулировать и как-то его контролировать. Именно поэтому нарциссы опасаются эмпатов, потому что люди с выраженной эмпатией, со своей такой чувствительностью, с готовностью поговорить, по душам, они воспринимаются нарциссами как источник угрозы. Четвертое слабое место нарцисса – это зависимость от чужого отражения. Вообще, для чего нам важно отражение? В детстве условно нормальному такому ребенку важно в какой-то момент, чтобы у него накопилось знание, что родители его любят просто так по умолчанию, а потом уже поверх этой такой базовой любви родители вследствие того, что ребенок ведет себя хорошо или плохо, могут как-то еще на это реагировать хорошо или плохо. Грубо говоря, такой пример.
Приходит какой-нибудь там мальчик маленький домой, открывается дверь, мама его видит, говорит: о, маленький Мишенька, привет. Подходит, обнимает его, целует, говорит: как у тебя дела? Он говорит: ну так, в школе нормально, ну вот я получил двойку. Мама: о, ну это печально, ну как бы в контексте, что ну кто двойки не получает, наверное, кто не учится, надо будет исправлять все, ну ладно, проходи, вот кушать, ничего, потом с тобой разберемся, может там позанимаемся. Как это работает у ребенка, который переживает нарциссическую травму? Приходит какой-нибудь там условно Пашенька, дверь открывается, мама на него смотрит, а мама знает, что там контрольная сегодня была. И она спрашивает: как дела? Он говорит: ну тройку получил. Она: хорошо, понятно, иди есть. Понимаете, не случилось вот этого вот объятий, поцелуйчиков, не заслужил он. Соответственно, ребенку очень важно заслуживать любовь и видеть, как тот, кто эту любовь должен ему дать, как он на него реагирует. Будучи взрослым человеком, нарциссу критически важно получать восхищение. Знаете, все говорят, что нарциссы — это люди, которым важно хвастаться. Нарциссы — это люди, которым важно, чтобы то, что они делают, кто-то видел и на это как-то реагировал. Потому что если этой реакции нет, то внутри у него пустота. Пустота, которая проявляется в виде тревоги. Если там длительно эта ситуация длится, то нарциссическая депрессия может развиваться. Потому что я сам себя не люблю, я не имею вот этого опыта, когда меня любили просто за то, что я есть, за то, что я дышу, за то, что я тот, как меня зовут. Мне нужно заслужить какую-то любовь, а если никого вокруг нет, то я без вот этих вот других людей, которые могут меня оценить, я вот как не могу чувствовать свою жизненную какую-то энергию. Пятое слабое место нарцисса — это панический страх отвержения. Вообще вот этот вот страх отвержения, такая тревога у нас у всех, она заложена. Вот это, знаете, первый момент, когда ребенка там отлучают от матери и там в садик отдают, там, или к бабушке, или там, если он заболел, в больнице он остается. То есть первый момент, когда длительно ребенок остается без матери, это такая травма, которая, ну, она у нас всегда сквозит. И в культуре у нас есть такая штука, что нам сложно бывает, знаете, прощаться, сложно расставаться с вещами какими-то. И мы это переживаем через какие-то ритуалы, там, выпускные, там, разного рода проводы, ну, вот эти вот там свадьба, когда там отец прощается с невестой. То есть мы это дело как-то переживаем осознанно. Что касается нарцисса, то это, как правило, же ребенок, который во время формирования нарциссической травмы часто сталкивался с тем, что родитель был отвергающий, непостоянный, холодный. Часто у таких детей родители тоже имеют какие-то личностные особенности или даже расстройства. Соответственно, для нарцисса отвержение является чем-то эмоционально непереносимым. Как это проявляется у взрослого человека в отношениях? Как только ему кажется, что что-то в отношениях идет не так, он боится, что это может в результате потом привести к тому, что его отвергнут, и он сам начинает либо обесценивать, либо отвергать, то есть утилизировать. То есть, грубо говоря, нарцисс очень чувствителен. Если в отношениях его партнер чуть-чуть охладел и чуть-чуть как-то отодвинулся, он должен отодвинуться на 2 шага больше. То есть именно нарцисс должен быть тем человеком, который в результате отверг, а не чтобы отвергли его. Поэтому нарциссам и сложно выстраивать стабильные отношения, потому что в любых отношениях мы сближаемся и отдаляемся, это нормальная такая какая-то либрация. А нарцисс, как только видит, что вы отдаляетесь, все, он тут же улетает, ему нужно обесценить, все разрушить, только чтобы не оказалось, что его бросили, отвергли так, как это было в его детстве с его родителями. Нужно понимать, что нарциссическая структура личности — это не злое намерение, что вот человек был специально создан, послан высшими силами, чтобы найти вас и изничтожить. Это защитная структура. Это его вот это корявое такое поведение, которым он выстраивает отношения, является следствием того стыда, страха и боли вот того недолюбленного ребенка, который в детстве получил нарциссическую травму. Когда вы находитесь в отношениях с нарциссом и вам больно от того, как он себя ведет, то это вот такое эхо, отражение той боли, которая в нем глубоко замурована, боль того ребенка, который не получил любви в детстве. И, соответственно, вам надо понимать, если вы выстраиваете с ним близкие отношения, то для чего они вам нужны и насколько вообще это перспективно. Если вы понимаете, что это вы тот ребенок, который, возможно, перенес в детстве нарциссическую травму, а надо понимать, что мы так это говорим, нарциссическая травма, это не какое-то унитарное действие. Это определенный период переживаний, дети по-разному это переживают, разные могут быть обстоятельства, и это по-разному может потом проявляться во взрослой жизни. Так вот, если вы понимаете, что это мешает вам выстраивать отношения, и вы хотите с этим поработать, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть опыт общения с людьми с ярко выраженными нарциссическими чертами, возможно, вы знаете их историю, когда, предположим, ребенок в детстве имел вот какой-то определенный опыт переживания взаимодействия с родителями, который каким-то образом потом проявился в его поведении, когда он был взрослым. Я буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, чтобы меня не потерять. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.